Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня видео о косметических пустых баночках. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Ну, давайте приступим. В принципе, здесь, наверное, будут баночки и бытовой химии, но их будет не очень много, впрочем, как и самих баночек. Первое, что хочу показать, это крем-гель для душа от Vitex Exotic Fresh, мангостин и лаванда с ценнейшими цветочными маслами в объеме 500 мл. Этот гель дарила мне Марина Лимон. Привет тебе, огромное спасибо. Гель очень приятно пахнет, он и сам по себе хороший по своим свойствам. Но сначала он у меня долго стоял в запасах, потом я его использовала в том числе по назначению, потом решила использовать в качестве жидкого мыла, но по итогам перелила в дозатор для мыла, но на кухню. И вот сейчас еще немножко осталось там в дозаторе, использую для мытья посуды. Дело в том, что он потрясающе раскрывается в холодной воде. А посуду я люблю мыть именно холодной водой, но, соответственно, душ принимаю в теплой воде. И такой пудровый аромат именно когда вот в холодной воде его используешь. И я просто балдела от этого аромата. Мне прям, знаете, мыть посуду было одно удовольствие. Так что этот гель в итоге многострадальный, вот, знаете, я нашла ему идеальное применение. Собственно, с мытьем посуды справлялся идеально. И вот, знаете, я даже буду теперь скучать по этому аромату, потому что это вот в холодной воде идеальный вариант. Так что, Марин, спасибо большое. Дальше. Дальше у меня будет, сейчас, минутку, от Киви Aquastop Extreme длительная защита от воды и снега, подходит для всех материалов и цветов, 200 мл. Ну, в общем, где-то покупала или на обзор присылали. Хорошее средство, можно и на одежду брызгать, и на обувь. Мне нравится. Но, в принципе, даже вот от марки «Каждый день» есть такой спрей, он тоже очень хороший, достойный. В целом и то, и другое могу посоветовать. Далее, от Faberlic Etno Botanica шампунь укрепление от корней до кончиков для ослабленных и склонных к выпадению волос, цветок тиare, ягоды оса и масло макадамии, 250 мл. Ну, конкретно эта серия уже давно Faberlic вывел эту серию из каталогов, но у них, как правило, они что-нибудь меняют, упаковку, возможно, название. Ну, а в целом, я думаю, может быть, что-то похожее есть. В общем, из всей этой серии мне больше всего нравился вот этот шампунь и к нему бальзам. Аромат приятный, хорошо ухаживает за волосами, хорошо очищает, вообще нет никаких претензий. Поэтому, ну, естественно, это последняя баночка, но не первая. У меня, ну, я не знаю, 4-5 раз я приобретала за все время. Ну и, конечно, очень красивое оформление. Ну вот, если бы был в продаже, я бы могла посоветовать. Ну а так, жаль, что больше не продается. Следующее, тоже, кстати, от Faberlic, из серии Beauty Cafe малина белый шоколад. Двухфазная пена для ванны. Ну, в общем-то, серия эта классная, вся линейка. Малина-белый шоколад просто потрясающе пахнет. Но вы знаете, да, что у них, как правило, вот один аромат, да, разные продукты, вся такая линеечка, и разные
эти самые этикетки. Ну и, соответственно, аромат. Где-то, допустим, малинка преобладает, где-то шоколад, там еще что-то. Вот. Мне нравится как и гель для душа, он у меня еще есть в запасе, и пена такая есть. Но я в ванной не люблю лежать, поэтому я использовала в качестве геля. Но дело в том, что сам гель, он довольно густой, а эта пена очень жидкая, она двухфазная. Но здесь, вот видите, уже смешалась розовая водичка такая. Ну а так была прозрачная розовая часть и белая. Вот это все смешивалось. В любом случае я использовала, ну, на эту такую мочалку нормально или просто на себя поливала. То какая-то, знаете, упаковка жирная. Нормально зашло, аромат на всю комнату и на теле оставался. Кстати, от геля такого не было. При всем при том. Кожу мне не сушил, но у меня обычно таких проблем нет. Далее зубная паста от марки «Каждый день», целебные травы, 100 мл. Бюджетная паста при таком объеме стоит 48 или 49 рублей. Я покупаю уже не первый раз, она классная, но видно цвет такой немножко зеленоватый. Хорошо очищает зубы, приятный такой аромат и вкус, как бы не слабый, но и не термоядерный, то есть очень приятно пользоваться, так что могу посоветовать, мне по крайней мере нравится, приобретаю не первый раз, сейчас вот в использовании еще поставила. Так, что еще у меня? От Знахарь, ополаскиватель для полости рта, целебные травы с серебром, защита десен. Ну, многие знают, в Ашане продавался, сейчас вроде бы нет. Собственно, и крема для лица тоже там моего любимого теперь нет. Объем 200 мл. Вот он имеет такой сладенький вкус, не термоядерный, хорошо справляется со своей задачей, очень нравится. Если бы был, купила еще бы. Дальше от Faberlic Axiology кислородный баланс, очищающая маска для лица в объеме 50 мл. Вот такой тюбик. В общем-то, хорошее средство. Я брала по распродаже по срокам годности. Ну, вы знаете, у меня есть баночка от Фитокосметик, там валдайская глина, и могу сказать, что работает она, вот, они одинаково работают, может быть, даже та лучше, поэтому, не знаю, по полной стоимости я бы брать не стала, а по скидке взяла, надолго хватило. Плохого так точно ничего не было. Следующее это тканевые маски попались мне. Так, значит, в Ритуаль покупала Grace Face. Одна маска. Так, сейчас начну с первой. Для сияния кожи. Вот такая вот. У них нормальное, в общем-то, лекало, никаких вроде как претензий у меня не было. Консистенция там, точнее вот эта эмульсия, она такая белая. Маски хорошо пропитанные, ну лицо действительно такое свеженькое, вроде липкости я не припомню. Аромат приятный такой, косметический. У меня еще есть в запасе. Я покупала вообще со скидкой, рублей по 12 получилось. Так вообще подарок. Второй вариант. Вот у меня такой голубенький. Это тканевая маска Сакура. Увлажняющая и освежающая. Здесь аромат такой был немножко парфюмированный, но не супер яркий. Тоже белая такая сыворотка, как и здесь. После использования маски я еще и самой сывороткой чуть ли не неделю пользовалась. Ну вот, наверное, если две сравнивать, это мне понравилось побольше, потому что здесь, не, ну как бы особой липкости не было. Нормально.
И еще одна маска. Что-то я прям рекорды бью. Я тканевые маски хоть и люблю, но, честно, ленюсь ими пользоваться. От G-Luna маска с Q10. Здесь она уже пропитана чуть меньше. Лекало, ну, такое, как это сказать, ну, вроде нормальное, ничем таким уж вроде не запомнилось плохим. Но тоже пользовалась несколько дней после сывороткой. Сколько я пытаюсь, когда снимаю видео, кстати, аромат такой парфюмированный, вот, думаю записывать свойства, но, честно говоря, всегда ленюсь. Но мне кажется, что особо я ничего вроде бы не заметила, или я что-то все-таки рассказывала в лайф-влогах. Так, у меня, по-моему, здесь еще какая-то маска. Точно. У меня здесь еще ягодная маска от Сето в старом оформлении для чувствительной кожи, восстанавливает, успокаивает чувствительную кожу. Вот здесь вот лекало было, ну, такое, оно вроде тоненькое, но вырез для глаз слишком маленький. Вот. Ну, а так липкости нет. Пропитка, правда, не очень такая большая. Тут остатков сыворотки дня на 2 хватило. Вот. Но по свойствам очень даже нормальная. Мне вообще маски нравятся. От Сето. Приятный аромат. Такой ягодками пахнет немного. Вроде бы липкости нет. Но мне нравится, которая то ли с чаем зеленым. Вот она мне больше всего нравилась. Далее выбрасываю салфетки, которые типа не оставляют разводов для планшетов, смартфонов и телефонов. 50 штук. Angry Birds. Вот такие. Конечно, красивая упаковка. Я помню, покупала в каком-то магазине фиксированной цены, но не фикс прайс. Вот они такие голубенькие. Довольно долго, кстати, сохраняли свою пропитку. Тут уж просто, вот не знаю, открылась упаковка, видимо, пыль, еще что-то. И, короче, она плохо закрывалась и в итоге высохла. Но вообще этим салфеткам лет 6 или 7 примерно. И вот только в последние несколько месяцев они высохли. Почему же я их выбрасываю в полном объеме? Ну вот я вам сейчас продемонстрирую, если смогу вытащить. Дело в том, что их проблемно вытаскивать. Пока они все эти годы были мокрые, салфетки, а когда вы их доставали, вот когда я их доставала, они рвались на мелкие частички, просто в клочья. Вот. По своим свойствам, ну, я не знаю. Я вообще ничего не заметила. Вот. Ну, а сейчас это очень жесткая бумага. Поэтому я уж не знаю, куда это использовать. Выбросить. Или, может быть, знаете, может быть, со стола вытирать. Взять, намочить, вытереть и выбросить. Там же все-таки какой-то состав есть. Не знаю. Или уже не мучиться и выкинуть. Потому что сейчас есть такие или нет, без понятия. Но, честно, не советую. Дальше от Faberlic концентрированный стиральный порошок премиум. Но это у меня сашетка. Естественно, и в полной версии неоднократно был этот порошок. Могу только похвалить, он очень классный, не вызывает аллергии, что для меня очень важно. Хорошо отстирывает, хорошо выполаскивается, не дает вот этой обильной пены. Это очень важно. И белье, например, вот постираешь, хоть погладишь, хоть не погладишь, оно будет там и неделю, и 2 лежать в шкафу, и от него нет, вот не появляется запах, как от магазинных порошков. Потому что я это очень чувствую, для меня это очень важно. И когда вот упаковку открываешь, не чихаешь. В общем, супер вещь, могу посоветовать. Дальше.
Сейчас, минутку. Тот редкий случай, когда у меня закончился аромат. Фрутиссимо, груша. Ну, это Брокарт. Это мне моя ученица дарила. Катя, привет и огромное спасибо. Аромат, конечно, просто потрясающий. Вообще, вау. Жаль, уже ничего тут не осталось. Ну, может быть, маленькая капелька. Как же невероятно он пахнет. Прям действительно груша. Еще что-то такое прям, такое конфетно-фруктовое. Единственный минус, конечно, то, что аромат вообще не стойкий, но я использовала на одежду, и вообще большую часть я там в первую неделю, наверное, использовала. Потом он у меня долго стоял, мне было как-то жалко использовать, но вот сейчас уже доиспользовала. Еще и такой пузыречек красивый. Спасибо огромное, очень здорово, конечно. Вот если бы был еще стойкий. Так, дальше мне тоже Катя дарила, отдавала краску L'Oréal вот с таким бальзамом. Ну, просто она меня спросила, мы что-то говорили, что мне надо там одну заколку покрасить. Она говорит, что у нее как раз рыжая краска есть, срок годности прошел, не успела воспользоваться. Ну, вот она мне принесла. Ну, а этот бальзам я использовала. Могу сказать, что очень хороший, достойный бальзам. Вот, ну, флакончик я уже выбрасываю, потому что повторно его будет сложно использовать, потому что здесь, ну, короче. А бальзам был очень хороший, и он не изменил ни аромат, там ничего такого. Дальше у меня будут сашетки от Faberlic Expert, вот краска, то, что я постоянно пользуюсь, 3 сашетки. Старая версия, новая версия. Конечно, этот бальзам очень хороший, но дело в том, что, понимаете, у меня волосы не сухие, не жирные, они нормальные в целом. И я могу, вот кто меня знает, в курсе, что я могу мыть волосы один раз спокойно в 2 недели. И только вот на исходе 2-й недели будет заметно, что у меня грязные волосы. То есть я сначала могу несколько дней спокойно ходить с распущенными волосами, потом сделать хвост, потом даже сделать пучок, но при этом они будут абсолютно нормально выглядеть, никакого трэша. Но когда я стала пользоваться этими масками, ну, жесть, понимаете, 2 дня проходит, у меня волосы жирные. Я не знаю, понятно, что там, наверное, питает, еще что-нибудь, вполне вероятно, как-то там положительно воздействует на волосы, наверное. Я, честно говоря, не в курсе, потому что ничего такого я не заметила. А вот эту вот жирность и необходимость мыть волосы там раз в 3 дня меня очень сильно напрягает. Вот как-то так. Сейчас я открыла очередную сашетку, решила использовать половинку. Ну, надеюсь, что будет лучше. А то придется действительно все это в помойку выкидывать, и, ну или держать на крайний случай и идти покупать бальзам. Я просто как раз рассчитывала, что специально не покупала бальзам, потому что у меня нет в запасе. Единственное, только от Натуры Сиберика облепиха стоит, целая бутылка. Вот. Я специально не покупала, думала, добью вот это. Потому что, ну, действительно, сашетки постоянно, их все больше и больше. У меня еще от Гарньер есть. Дальше, губки для мытья посуды. От марки «Каждый день» брала совсем такие мини. До этого я не помню, где я брала губки, там прям написано мини, но эти оказались совсем мини, ну, нормальные. Я меняю губку 1 раз в неделю, а иной раз бывает и чаще, поэтому мне без разницы, большая губка, маленькая, моет она хорошо. Поэтому стоит 17, что ли, рублей, так что меня устраивает и цена, и качество.
Просто обычно, если я ничего не пеку, не работаю с тестом, то мне губки на неделю хватает. Если я что-то пеку, то, разумеется, губку, ну, потом я мою же, да, там, емкость, где я что-то смешивала. Ну и, соответственно, после уже теста я губку сразу там либо выкидываю, либо там туалет ей мою, ну, короче, вы поняли. И мешки для мусора 30 литров. От марки «Каждый день» 20 штук. Обычно я беру там, по-моему, 10 литров или где-то так. Ну, в общем, они стоят, самые маленькие, 8 или 9 рублей с копейками, эти чуть дороже. Хорошие мешки. На самом деле, вот сколько я ими пользуюсь, я от них ничего не ждала, но вы знаете, достойные. В общем-то, меня не подводили ни разу, поэтому беру абсолютно смело. Так, пакеты для завтрака 100 штук, 31 на 24 сантиметра, тоже от марки «Каждый день». 100 штук стоят, я боюсь соврать, ну где-то рублей то ли 20 с чем-то, какие-то тоже копейки. И мне нравится, я беру иногда 50, иногда 100 штук. У них дно, оно такое объемное. В каких-то моментах это удобно, в каких-то неудобно. Ну, наверное, знаете, неудобно, если вот замораживать, надо как так аккуратненько складывать, чтобы вот это дно объемное, там такие складочки, чтобы они, знаете, вот как бы, допустим, морковку замораживаете, чтобы туда складки не попали. Ну, хотя на самом деле морковка, она и размораживается на раз, вот тертая, так что не проблема. А вот если их прям по прямому назначению для завтрака там использовать, так вообще идеальный вариант, потому что, ну, действительно, вроде и небольшие, и в тот же момент за счет объемного такого донышка прям здорово. В общем-то, это все были пустые баночки. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм. 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи. Пока-пока.